Менталитет любой страны всегда сопровождается стереотипами. О представителях тех или иных стран постоянно складывают небылицы. И Россия не исключение. Какие наиболее частые стереотипы встречаются о России и откуда они берутся? Русские холодные и угрюмые, а еще они никогда не улыбаются. В целом, это со стороны именно так и выглядит, а временами так и есть. Но дело не в том, что мы холодные, а в том, что мы не открываемся малознакомым людям. Перед тем, как кому-то открыться, мы должны убедиться в том, что мы доверяем этому человеку. В отличие от иностранцев, мы крайне редко улыбаемся незнакомцам на улице или в метро. Но опять же, это связано не с тем, что мы мрачные по своей натуре, а с тем, что улыбка что-то чуть больше, чем просто вежливый жест. Если мы будем улыбаться людям в транспорте, нас могут неправильно истолковать. Это нередко ставит в тупик гостей нашей страны. Часто они буквально расстраиваются, не получив улыбки в ответ. А потом сильно удивляются, если после такого к ним подходят познакомиться, восприняв улыбку как некий флирт. Влияют на впечатление о нас также и наши литературные классики. Разве веселые люди напишут о том, как женщина бросается под поезд или как влюбленные постоянно разлучаются? Следующий популярный стереотип о России, что здесь холодно, причем всегда и везде. Нашим соотечественникам, живущим в европейских странах, таких как Италия или Германия, постоянно приходится объяснять местным, что быть русским не значит не чувствовать холода. А еще, что зима в некоторых странах при плюсовой температуре может нами ощущаться еще холоднее, чем наши минус 30. Ведь в некоторых других странах зимой более сыро и ветрено, а потому холод действительно пробирает до костей. Но, вероятно, именно из этого стереотипа вытекает следующий. Русские постоянно пьют, а водка должна всегда стоять на обеденном столе у каждого уважающего себя русского. Иначе как выжить в такой холод? Кстати, как ни странно, но среди иностранцев такой стереотип мог быстро распространиться из-за старых советских учебников русского языка как иностранного. Примеры про водку были чуть ли не в каждом уроке. Неудивительно, что иностранный студент, пройдя очередную тему, убеждался все больше в том, что русские любители выпить. Все русские коммунисты! Конечно, такого взгляда придерживаются в основном люди старшего поколения, и причиной тому наша история и привычка других стран в свое время именовать СССР как коммунистическое государство. Ну а еще, по мнению, пожалуй, тех же людей, русские — это шпионы и КГБшники. Спасибо таким блокбастерам, как «Мстители» от «Черной вдове» и «Солт» с Анджелиной Джоли в главной роли. Но если быть откровенным, то нужно понимать, что все это стереотипы, которые потихонечку изживают себя. Но есть и более современные стереотипы, связанные с тем, что многие русские начали все больше переезжать за рубеж. Сложнее всего приходится одиноким девушкам или женщинам, ведь почти все их окружение в новой стране уверено, что цель переезда у них одна – выйти замуж за иностранца. Это, кстати, одна из причин, по которым иностранки первое время довольно предвзято относятся к русским девушкам. Еще бы, ведь они прибывают на их территорию. А поскольку русские девушки в самом деле довольно красивые, умные и следят за собой, поклонников у них немало. Есть еще мнение, что все русские поголовно высокие блондины и блондинки, поэтому нередко, если вы брюнет небольшого роста, вы сможете услышать от иностранца фразу о том, что вы не похожи на русского. А еще, если вы русский и тем более учитесь за границей, то вы обязательно будете сыном миллионера. Ну или того хуже, миллиардера. Это, кстати, популярный стереотип и у самих русских про своих же соотечественников. Но давайте наконец уберем весь этот железный занавес. Несмотря на такое большое количество стереотипов, у нас куда больше общего с другими странами, чем кажется на первый взгляд. Хотя родиной балета является Франция, с заимствованиями из Италии, по-настоящему яркий его расцвет произошел и распространился в России, что объединяет эти две страны. Поляки, невзирая на некоторые политические напряженные отношения с Россией, тоже во многом менталитетом походят на нас. Они гостеприимны, радужные и щедры. Так же, как и русские, стремятся накормить своих гостей. Даже кухня польская во многом похожа на нашу. Кстати, в этом месте советую обратить внимание на ссылочку в описании к данному видео. Там интервью с Ильей, который отучился в Польше. В этом видео он также развеивает многие мифы. Русский язык набирает популярность уже не только в таких странах, как Чехия, Словакия или Хорватия, но и во многих других европейских и не только странах. Русский язык манит тех, кто любит трудности, ведь изучать русский язык совсем непросто. А еще русский язык все чаще выбирают для изучения в университетах. Например, в Италии.
или Бразилия. Связано это с экономическими отношениями между странами, а потому итальянцы хотят говорить на нашем языке. Австрия и Германия похожи на нас своим ритмом жизни. Жители этих стран тоже привыкли жить по расписанию. Греки близки к нам по духу в плане общеправославных ценностей. Даже культура Древней Руси немало традиций переняла именно из Греции. Ну а менталитет жителей греческих курортов чем-то похож на менталитет местного населения нашего Черноморского побережья. По характеру и общению мы, наверное, могли бы сравнить себя чем-то с ирландцами или финнами. Они тоже сдержаны в своих чувствах и дают им волю только тогда, когда уверены в тех, кто рядом. И, как ни странно, немало общего у нас с итальянцами, даже если это незаметно на первый взгляд. Среди русских, живущих в Италии, и итальянцев, живущих в России, даже есть шутка: веселый русский – это итальянец, а грустный итальянец – это русский. Итальянцы, как и мы, любят вкусно поесть. И, кстати, выпить бокал вина на обед – это у них норма. Но после хорошего ужина грешно не выпить рюмочку лимончелло. А языки, несмотря на принадлежность к разным группам, тоже имеют что-то общее. В частности, структуру, из-за чего итальянский легко дается русским, а итальянцы довольно успешны в русском. Лучше них только представители славянских национальностей. По очевидным причинам. Кстати, разнообразие матерного итальянского тоже весьма внушительно. И если и есть язык, который мог бы догнать русский в плане мата, то это был бы итальянский. Ну а что касается звона январской вьюги, то тут на арену смело выходит Канада, которая смело может дать бой России в плане трескучих морозов. Не просто так, ведь хоккей здесь является общенациональным и самым популярным спортом. С наступлением морозов здесь превращают в каток чуть ли не всю страну. Друзья, если вам понравилось данное видео, поставьте ему лайк. Пишите в комментариях, с какими стереотипами о нас, русскоговорящих, встречались за границей вы. Ну и, конечно, не забываем подписываться на мой канал. Впереди у нас много всего интересного из мира путешествий.